Весы, привет! Я сделаю для вас ежедневный расклад-прогноз 21 до 31 июля. Мы посмотрим, что принесет каждый день, третий уже, третья декада, конечно, июля, в вашу жизнь. Во время ежедневных прогнозов я делаю для вас энергетическую диагностику. Мы смотрим энергетику, которая наполняет вашу жизнь. Вовне и извне и изнутри все посмотрим хорошо. Посмотрите обязательно прогноз на свой знак асцендента. Это очень важно. 2 прогноза минимум нужно смотреть, потому что мы очень многогранные, разноплановые структуры, да, человек. Поэтому на нас влияет не только наш знак гороскопа, знак асцендента, знак первого дома вашей личности. Он на вас тоже очень сильно влияет. Смотрите прогноз на него. Начинаем смотреть. 21 июля. И если у вас личные вопросы есть или захотите поподробнее что-то узнать, что сейчас вас срезонирует, что вы поймете, да, что я про вас рассказываю, лично мне можете написать, я всегда на связи с вами в Telegram. Пишите. И все очень быстро и четко посмотрим, как есть на самом деле. Часто бывает, знаете, мы себе придумываем, носим в себе, ходим с этим, живем. А потом, когда картами смотришь, оказывается, что немного все не так, как мы себе видим, и дела обстоят совершенно по-другому. И получаем ответы, знаете, знаем, как действовать дальше. Вот для чего и вот эти ежедневные прогнозы мы делаем с вами. Получив ответ, вы уже знаете, как дальше двигаться, что делать. Ориентация, да, мы всегда берем ориентацию, куда двигаться, совет, как реагировать. Вот это все мы берем в этих раскладах. Давайте посмотрим. Я с удовольствием для вас прочитаю и расскажу вам, что вам советуют карты. 21 июля якорь, это у нас привычки, привязанности, и клевер, удача. Ну смотрите, ваше, это даже хобби может быть, да, дело, которым вы занимаетесь, приносит вам удачу. Это деньги еще, может быть, приход денег. Вот вы наработали, да, какую-то энергию на своем месте, наработали, укрепились. Вы привыкли делать, это работа на автомате, может быть, она приносит стабильно деньги. То есть в этот день вам повезет по клеверу, в этот день ожидается какая-то награда для вас, да, может быть, премия какая-то придет. И все благодаря тому, что вы как-то очень стабильно поработали. 22 июля. Медведь у нас говорит о сильном человеке в вашей жизни, защитник. Но обратите внимание, здесь он первой картой вышел, это больше даже вы, да, то есть это вы как сильная, оберегающая сами себя структура. Это говорит о том, что по роду у вас есть или защита какая-то, или, знаете, может быть, вы занимаетесь сами какими-то различными практиками, вы сильный человек внутренне, да, посмотрите, и вы сами для себя опора, то, что касается, это работа, это карьера, и это творческий план, то, где вы себя реализуете. Вы, может быть, вы начальник какой-то, да, потому что здесь медведь — это у нас начальник, это тот, кто управляет чем-то, тот, кто устанавливает какую-то власть на местах, на работе или в какое-то государственное учреждение. Здесь, может быть, вы решаете что-то. Вот в этот день вы принимаете какое-то решение. Могут быть принятия решений каких-то в государственных делах, то есть суды, больницы, школы, что у нас, да, любые государственные учреждения. Может быть, еще ваша зависимость от какого-то человека, наделенного властью, но здесь все благополучно для вас, то есть здесь только в рост направлено. Дела, скорее всего, будут решены в вашу пользу в этот день. Очень хорошие просто карты. Медведь, он говорит про надежную защиту за вашими плечами. Далее, 23 июля. Букет — это ваша красота и ваши таланты, да, красота вашей души, раскрытие ваших талантов, вашего опыта. Смотрите, рядом змея, кто-то завидует. Завистница, и это
часто карты, ну, знаете, это может быть подруга, которая завидует, это может быть старшая женщина, теща, свекрови, вот даже, ну, знаете, бывают такие отношения, когда матери дочерям завидуют. Вот, завистница, змея как-то положила глаз на вашу красоту. Здесь нехорошее может быть, потому что иногда бывают такие нападения, чтобы, я сталкивалась, даже внешность крадут. Вот, поэтому тут надо быть аккуратнее, да, кого вы к себе подпускаете. Часто мы неосознанно сами открываемся для людей, которые нам могут навредить. Посмотрите дальше, крысы и лиса. Ну, кто-то явно, посмотрите, на вас как будто бы есть воздействие. Крысы говорят прямо, что вот есть, видите, дырка, это пробой, энергопробой. Что-то воруют, да. Лиса тут у нас как вор выходит. Из этой дырки она что-то крадет. Похоже на все-таки на то, что по энергетике тут у вас есть какие-то проблемы. Смотрите, общий расклад, да, вот это вот, если срезонировало, вы что-то подобное замечаете, надо проверить вас лично, вы имеете в виду, потому что общий расклад, он, может быть, это ваша история, а может быть и не ваша, здесь надо перепроверять всегда. 25 июля, пишите мне, если что, я вам помогу все это вскрыть и понять, кто это и как с этим делать, потому что, конечно, это не, это уже сделано, да, если вы чувствуете потеря, вот такую обесточенность, обессиленность, нет настроения. Вот если что-то подобное начали чувствовать с какого-то момента, это лучше диагностировать, понимать, что с этим делать. Оно само не пройдет чаще всего. 25 июля, птицы. Вот, может быть, вы у кого-то спрашиваете, да, смотрите, спросите совета относительно отношений или какого-то союза, какого-то договора. Но птицы — это всегда легкие чириканья, это легкие разговоры, которые в целом не приводят ни к чему. Мы чирикаем и обсуждаем, а я вот так сделала, а я вот так сделаю. А у меня вот такое было, а я вот со своим вот так вот. То есть обсуждаете отношения, но это не приводит ни к чему. Делать выводы и принимать решения относительно птиц никогда нельзя. Послушали, так, может быть, выговорились, и ничего не принимаете решения. Птицы — это не люди некомпетентные в вашем вопросе, это не профессионалы, которые могут вам что-то посоветовать. А дальше Луна и женщина. Смотрите, опять же Луна. Может быть воздействие на вас, да, по Луне. Женщина, которая что-то делает. Тут я даже комментировать не буду, вы сами видите все. Вот, как-то может быть, вот, может быть что-то, обессиленность. Знаете, вы можете ощущать по Луне путанность мыслей, как будто бы хотите что-то сделать, не получается, сил на это нет. Или вы запутались, вы не знаете, решения путаются в вашей голове, это оморочки. Могут быть, видите, женщина что-то делает, что-то плетет, какие-то интриги, какие-то козни. Видите, зависть, все через зависть идет. А далее, 27 июля, ребенок и букет. Ребенок, ну здесь вы выступаете, смотрите, уязвимость ваша видна. Опять, знаете, вы пытаетесь спрятаться за, может быть, внешними какими-то факторами, потому что букет — это не внутренняя сила, букет — это красота, это вот по богине Афродите, богине Венере идет, да, ее сила в ее красоте. Но если вот кто-то нападает, да, вот так вот негативно, красота не спасет. Красота теряется в первую очередь. Вы видите, уязвимый, как ребенок, да? Вы позитивно настроены, вы с любовью, может быть, относитесь, но здесь, видите, вы прячетесь, как будто бы, да, единственное, как будто бы, что у вас есть, это вот то, что вы в себе раскрыли, какой-то ваш дар, талант, красота, а вот защита вроде бы, вы даже защитником можете для кого-то выходить, кого-то защищать, кого-то оберегать, а вас никто не защитит, не обережет. В какой-то момент вы, видите, 27 число, уязвимое очень положение. Посмотрите, да, и нарушена защита. Нет ее, вот она, потеряна, нет защитника у вас, вот так вот. Уязвимость чувствуете, 27-28 число, слабость какая-то пошла, опять совы, это просмотры,
когда вас вот картами или другими методиками просматривают, и внедрение. По всаднику это кто-то хочет узнать информацию о вас, а еще всадник может что-то подложить. То есть это курьеры, которые нам что-то привозят, это доставки, но здесь прямо выходит, что кто-то интересуется вами, интересуется скрыто, вы не видите, как вас просматривают, и еще, может быть, вкидывают. Вот оморочки — это что такое? Это путают ваши мысли, вкидывают какие-то не настоящие мысли, лживые, да, и вы теряете, опять же, продолжаете терять энергию. Так, хорошо, что же такое происходит? Запутанность, вот она, не знаете, куда идти, сердце вам не подсказывает, сердце у вас на втором плане, на первом плане видите запутанная голова, выбор не можете сделать. Вам подсказывает сердце, но оно может давать иллюзию, то есть подсказывать, но вы внутренне понимаете, что как будто бы это неверный выбор, или вы можете сделать ошибку. 30 июля не делайте никаких выборов. Когда вы стоите на перекрестках, когда вы стоите перед выбором, вот так вот, да, еще на фоне тех карт, которые были, выбор пока не делайте. Мой вам совет все-таки обратиться, да, лично, чтобы вас посмотрели. Вот я с удовольствием вам помогу понять, куда двигаться. Иногда выбор из двух путей. Мне сюда лучше пойти или сюда? Мне, допустим, вот это выбрать или вот это выбрать? И это очень просто. Просто нужно, чтобы вам знающий человек, не кто-то посоветовал, кто-то там прилетел, улетел, кого вы не волнуете. Нужно, чтобы вас посмотрел человек, который вот владеет инструментом, и я с удовольствием вам помогу. Не делайте выбор самостоятельно, можете ошибиться. Оморочки по Луне часто дают как отзеркаленное изображение. Очень легко ошибиться. 31 июля. Дерево. Смотрите, психосоматика здесь может быть. У вас есть вот это консультант. Здесь собака выходит как ваш верный друг, помощник, человек, который знает, как вам исправить положение, как вам, видите, дерево здесь замерзшее, да, то есть это ваша структура, это родовая ваша структура, это какие-то ваши дела, это бизнес, это ваше здоровье. Оно замерло. В какой-то степени жизнь замерла, и друг вам может подсказать верное решение. Здесь почему я сказала консультант? Часто собаками выходят в вашей жизни люди, которые профессионалы, не вот эти просто сплетни поболтали тут, да, а именно профессионалы, которые... У собаки нюх, она знает, а она натренирована, то есть она четко знает, как вам выбраться, как вам помочь выбраться из-под вот этого снега, из замерзшего состояния, да, потому что здесь у нас начинаются проблемы со здоровьем плана психосоматики. Так, я желаю, чтобы у вас был такой друг, верный помощник, который вам помогал, чтобы успех вам сопутствовал, да, он вас вел, этот друг, к успеху и профессиональному, творческому, и личному. Это здоровье еще по башне у нас идет крепкое, сильное, и деньги, да, по клеверу у нас приход денег, удача. Вот слушайте, у вас есть подсказчики или это какие-то сигналы, какие-то знаки вы получаете. В любом случае слушайте советы профессионалов, людей, которым можно доверять, слушайте их. Пусть в вашей жизни будет удача, крепкое положение, да, чтобы ничего не происходило не так, как вам не нужно, а происходило только так, как нужно вам, по вашей судьбе, по вашей удаче. Я благодарю вас за участие в раскладе, благодарю вас за уделенное время, и в ближайшее время скоро с вами уже увидимся. Пока-пока, увидимся.